священный волшебный старец, который все мне починит. Это такой жрец от науки. Дают в руки какой-нибудь штангенциркуль, а ты в душе не чаешь, что с ним делать и для чего вообще он нужен. Ты уже как бы заранее виноват, что ты такой глупый валенок, и что читать тут вздумал. Сбудется мечта всех школьников. Будешь работать по 16 часов в сутки и 7 дней в неделю. Еще знаний, еще знаний, еще знаний. Клиенты приходят решать мои проблемы. А пациент при этом может хоть с мешком на голове сидеть и перекрестяться левой пяткой, лишь бы больше таких, как вы, не встречать. Потому что это еретичество. А на кой черт мне вообще все это знать? Дорогие друзья, Вселенная рада вас приветствовать на моих резонансных частотах. Спасибо за то, что откликаетесь на ее зов и находите меня в этом море информации. Меня по-прежнему зовут Виталий, и здесь я буду стараться создавать уютную, тихую гавань для тех, кто любит психологию, интересуется психологией, практикует психологию и, конечно же, нуждается в психологии. Ну а кто в ней нынче не нуждается, скажите мне. И данным роликом я хотел бы начать, как мне сейчас представляется, масштабный цикл лекций, в котором я планирую изложить полный курс по трансмодальному субъектному консультированию. Под это дело на моем YouTube-канале будет выделен отдельный плейлист, поэтому подписывайтесь, добавляйте его в избранное, чтобы ничего не пропустить. Это видео в нем под номером 1 уже есть. Данный цикл лекций ориентирован в первую очередь на студентов-психологов, которые в настоящий момент обучаются по данному направлению. А также он будет интересен абитуриентам, которые только подумывают над тем, какое направление себе выбрать для специализации. Ну а если вы для себя уже все давно выбрали и являетесь практикующим психологом, то можете расценивать мои видео как такую бесплатную супервизию, потому что здесь мы будем много говорить о практике психологического консультирования, о своем месте и роли в ней, разбирать новые методы, ну и вообще всячески расширять свои горизонты познания, чтобы затем пытать своих клиентов психотехнологиями 21 века. Ну, на самом деле это хорошая новость и для клиентов тоже, потому что я намерен строить данный цикл в сугубо практической плоскости, с тем, чтобы каждый человек, даже не имеющий психологического образования, мог разбираться в этой теме на уровне эксперта, то есть был сам себе психологом. Возможно, это будет маловато, чтобы консультировать других, но вполне достаточно для того, чтобы быть успешным в своей личной жизни. И вот это то, на что большинство клиентов, которые обращаются к психологу, часто забивают, возлагая всю полноту ответственности на специалиста. Дескать, а зачем мне вообще тут разбираться, как оно работает? Я же все-таки не учиться пришел, а лечиться. Мы же у врача-то в самом деле не выпытываем, как работает там его метод, и лекарство, или анатомия. Ты пришел, лег, над тобой там что-то пошебрушили, ну и ушел, делов-то. И вот такой медицинский подход также имеет место быть, когда мы говорим о психотерапии. И более того, он является наиболее востребованным, но не единственным. Даже в классической медицине вам никто не запретит прочитать тот же самый учебник, который читал врач, к которому вы намереваетесь идти, с тем, чтобы понимать многое из того, что понимает он, для решения вашей личной проблемы. Да, у вас все еще не будет инструментов, чтобы, например, провести себе операцию. Ну а что, если бы такие инструменты у вас были, и вы могли бы ими воспользоваться? Вот именно это я вам и предлагаю в данном цикле лекций. Возможно, это не полностью заменит вам психолога, но уж точно сделает его для вас опциональным тренером вместо необходимого врача, от которого вся жизнь зависит. Чувствуете разницу? Чтобы вы понимали, для профессионального овладения этим типом консультирования студенту требуется порядка 900 часов. Например, у меня их 916, большая часть из которых это практика. Я постараюсь ужать это количество где-то раза в 100, оставив для вас вот только самую мякотку, без которой никак нельзя. Ну, естественно, я буду рекомендовать всю необходимую литературу с тем, чтобы те, кто желает вникнуть в тему досконально, имели такую возможность. И вот в этой первой лекции речь пойдет преимущественно о теоретических вещах, а именно о тех методологических основах, без упоминания которых было бы как-то странно о чем-то говорить дальше. Потому что методология – это тот фундамент, на котором
строится метод. И этот фундамент во многом определяет то, как человек в целом мыслит, когда этот метод применяет. Поэтому в этой первой лекции мы рассмотрим методологию, историю метода и непосредственно его определение, то есть почему он так называется. Создателем трансмодального субъектного консультирования и всех его методик является выдающийся российский психолог и психотерапевт Единого европейского реестра, кандидат психологических наук, доцент, а на тот момент, когда вы это смотрите, возможно, уже доктор и профессор, Любовь Прокофьевна Хохлова. Человек, я вам скажу, абсолютно исключительных, волевых, интеллектуальных, а главное творческих качеств. Благодаря своим незаурядным способностям интуитивного ума и умению связывать все со всем, этот человек создал направление, не имеющее аналогов в мировой науке и практике. Первые серьезные достижения в мире науки Любовь Прокофьевна совершила еще в конце 70-х, когда разработала собственную экспериментально-диагностическую методику, основанную на теории личностных конструктов Джорджа Келли. И на сегодняшний день это один из самых сильнейших тестов не только в психологии, а, пожалуй, и во всей науке. Он позволяет вам ни много ни мало измерить количественно состояние вашего внутреннего мира, чем он наполнен и какова его динамика в процессе психотерапии. Некоторые важнейшие принципы трансмодального субъектного консультирования были заложены уже тогда. Например, фактор упорядоченности и хаотичности внутреннего мира человека, который часто исследуется в рамках этого направления. Я очень надеюсь, что настанет тот день, когда на моем канале выйдет видео отдельно по этой методике. Затем в 1989 году возник ключевой тренинг «Психологический резонанс», методы и принципы которого являются квинтэссенцией всего трансмодального направления в психологии. Их там можно прям вот физически наблюдать в процессе. Это выражается в первую очередь в спонтанной самоорганизации пространства и всех процессов в нем, когда участники тренинга начинают чувствовать и вырабатывать некий общий резонансный ритм. Все основные тезисы и положения относительно материализации мыслей, чувств, событий, то есть перевод их из внутренних миров людей во внешнюю действительность, они во многом рождаются вот отсюда, из этого тренинга. Параллельно с этим происходит ее заочное знакомство с создателем холодинамики, американцем Верноном Вульфом, о котором мы еще непременно поговорим в будущем, что приводит ее в неописуемый восторг, потому что выясняется, что два незнакомых человека на разных континентах думали и создавали, ну, по сути, одно и то же. И в этом тоже была усмотрена вот такая квантовая нелокальность. В 90-х Вульф посещает Россию, и знакомство с Хохловой становится очным. Он сразу присуждает ей звание мастера-учителя холодинамики, потому что понимает, что этот человек уже знает и умеет едва ли не больше, чем он сам. И с тех пор в рамках ее метода все называется холодинамическим, до того, как прижился термин трансмодальное. В 1997 году рождается еще один ключевой тренинг «Квартирный вопрос», знаменующий собой обнаружение замечательных психотехнологий, позволяющих трансформировать пространство детства, то есть ту психогеографическую среду, в которой происходило становление человека. Это приводит к преображению его объективной действительности, потому что преображается тот фундамент, на котором она выстроена. Это позволило большому количеству людей, в том числе и мне, устранить те внутренние препоны, которые мешали расширению своего внутреннего и, как следствие, внешнего пространства жизни, иначе говоря, приобретению собственного жилья. Ну и ныне я сам провожу эту методику в индивидуальном формате. Вплоть до начала 2010-х годов трансмодальное субъектное консультирование преподавалось как существующая дисциплина, пока что без возможности ее выбрать в качестве специализации, в стенах одного уютного московского вуза, который тогда назывался Институт психологии и педагогики. А уже в декабре 2011 года на его факультете практической психологии официально открылся курс трансмодального субъектного консультирования. И первым, кто туда записался, был ваш покорный.
Ну а в апреле 2015 года состоялся первый выпуск специалистов, получивших государственные дипломы о профессиональной переподготовке, дающие право на ведение профессиональной деятельности в области трансмодального субъектного консультирования. И таким образом я являюсь официально первым человеком, который обучился этому методу непосредственно у его создателя. И не только обучился, но и помогал его создавать, ибо та первая волна студентов вносила ощутимый вклад в тот предмет, который изучала. Каждый студент с его личностными особенностями и каждая дипломная работа обогащали это направление своими новыми идеями и наработками. Вот без преувеличения мы в режиме реального времени создавали то, что постигали, то есть создавали новые образцы знания, которые на наших глазах самоорганизовывались в единую целостную порядочную структуру, наглядно воплощая ключевой принцип холодинамики и всего трансмодального направления в психологии о целостно-динамической структуре реальности, где сам познающий и познаваемый им объект переплетены в единое целое и связаны инструментом познания, самосоздающимся на твоих глазах. И вот это вот самые удивительные и драгоценные переживания, которые я сохранил на всю жизнь свою, потому что именно благодаря этому человеку я познал, что такое настоящая психология. Ныне же по состоянию на 2025 год Любовь Хохлова ведет активную научную деятельность. Она является ученым-секретарем постнеклассического отделения Российского философского общества при Российской академии наук и председателем его психотерапевтической секции. Она активно выступает с докладами, пишет статьи и обучает своих студентов, теперь уже на базе Московского социально-педагогического института, где является заведующей кафедрой практической психологии. И на сегодняшний день это единственное место на планете, где обучаются трансмодальные психологи. Поэтому, если вы хотели стать одним из них, то вроде бы их двери еще открыты, как говорится, welcome. Как вы можете видеть, все парадно. Государство российское официально считает данное направление наукой, о чем уже 10 лет как выдает соответствующие дипломы. Поэтому вопрос о научности или ненаучности, я думаю, может быть смело снят. Но не тут-то было, потому что то, что преследует трансмодальное направление еще до его официального возникновения, оно никуда не делось и по сей день. А именно это обвинение в ненаучности, спекуляции, плагиате терминов и всего такого прочего. Ну что ж, давайте разбираться, почему так происходит, тем более, что настало время поговорить про определение. Итак, почему же это консультирование трансмодальное и субъектное? Трансмодальность в широком смысле означает по ту сторону чувственного опыта, то есть то, что не познается органами чувств. Приставка «транс» указывает на движение сквозь или через все эти модальности восприятия. То есть работа ведется со всеми их уровнями. Например, помимо всем известных экстерорецепторов, которые находятся снаружи тела и направлены во внешний мир, это зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, существует еще и более глубинный, гелетический, то есть досознательный уровень ощущений, куда входят ощущения, например, в утробе или при рождении, которые возникали. А также он распространяется на ситуацию зачатия и предзачатия, потому что то, что у вас тогда еще не было тела, это вовсе не означает, что вас тогда еще не было. И третий вид ощущений – это резонанс. Это телесные ощущения, которые воспринимаются нашими интерорецепторами, то есть внутренними органами, а также проприорецепторами, то есть находящимися между интро и экстра. Это связки, мышцы и сухожилия. И вот этот промежуточный уровень проприо является для нас наиболее интересным, потому что он позволяет работать с такого рода ощущениями, которые не улавливаются нашими внешними органами чувств, такими как зрение и слух. Например, ухо человека не способно улавливать ультразвук и всякие там инфразвуки. Но наше тело на уровне проприорецепторов может улавливать его в виде специфических ощущений некой вибрации, которые проще всего назвать ёканье в груди, когда нас что-то внутренне торкает.
И вот так мы понимаем, что некая информация коммуницирует с нами. Мы еще не понимаем, какая именно, не знаем, откуда она, но уже ее чувствуем, а значит, имеем возможность с ней работать. Эта техника чувствования успешно применяется в психотерапии, когда нужно установить связь с миром бессознательного. Например, чтобы получить доступ к травматическому опыту. Когда сам клиент молчит, ничего сказать нам не может, но его внутренний мир активно коммуницирует с нами с помощью проявления в объективной реальности разного рода символов и резонансных событий, на которые откликается тело. Например, клиент говорит о каком-то травматическом опыте из своей жизни, где приходилось кричать. И в этот момент за окном раздается крик, который вызывает у клиента резонансный отклик. Вот это вот самое ёканье в груди, которое часто сопровождается также мурашками, когда волосы встают дыбом, ощущением холода, электричества и так далее. И вот таким образом его проприорецепторы и вообще его внутренний мир говорят ему, что вот эта информация, которую он сейчас сказал, является значимой, и надобно продолжать говорить о ней. Более того, можно проанализировать, кто именно и по какому поводу там за окном кричал. И если так сделать, то устанавливается неявная и незримая связь с пространством. И чувственный опыт клиента распространяется по всему этому пространству, коммуницируя со всяким, кто вступает в резонанс с ним. Например, с другими участниками группы, если это тренинг. Тогда очень быстро выясняется, что у этих участников мог быть похожий травматический опыт в их жизни, о котором они могли забыть или вообще о нем не знать, а потом выясняется, что он объективно был. Вот это явление называется трансмодальная синхронизация. Я подробно его описываю в одной из своих статей. Кто пожелает, может вникнуть уже сейчас, но я думаю, что мы об этом еще будем говорить когда-нибудь в будущем. Но одними только ощущениями дело не ограничивается, потому что помимо модальности восприятия существуют еще и многие другие модальности. Например, средовые, экономическая, политическая, социальная, биологическая и другие. Или, например, научные модальности. Естественно-научная, физико-математическая, техническая, гуманистическая, философская и так далее. И вот если предмет исследования ограничен какой-то одной модальностью, то мы говорим о дисциплинарном подходе. К таковым, например, относится любая наука, физика, химия, психология, медицина, биология и так далее. А вот если мы объединяем две или более модальности и на выходе получаем что-то третье, то мы говорим о междисциплинарном подходе. Например, давайте совместим биологию с физикой. Получим биофизику или там биохимию. Или, например, урбанистика. Тоже такая составная себе область знаний. Или, скажем, когнитивная наука, которая объединяет в себе философию, психологию, лингвистику, информатику и многие нейронауки. Можно пойти другим путем и объединить различные области знания без их синтеза. Так сказать, взбалтывать, но не смешивать. В этом случае каждая область сохраняет специфику своего подхода, а процесс исследования приобретает характер полидисциплинарного или мультидисциплинарного, предполагая как бы такой мозговой штурм и диалог между различными подходами. Ну, например, политические и государственные комиссии, куда входят политологи, социологи, экономисты, юристы и другие эксперты, которые дают свои заключения, независимые оценки по какому-то конкретному вопросу. Или, скажем, экологические мониторинговые программы, куда входят климатологи, биологи, гидрологи и другие специалисты, которые объединяют свои результаты исследований и дают некую общую картину, многогранную, по какому-то одному вопросу. А вот трансдисциплинарный подход предполагает движение сквозь или через все эти модальности, как научные, так и ненаучные, не используя для описания событий язык какой-то из этих наук, но выходя за рамки всех этих наук и их терминов, зачастую пытаясь объяснить явление из одной науки с позиции другой, при этом не руководствуясь какими-то
программами или схемами, которые заложены вот в эти науки, а более полагаясь на такой естественный и рефлексивный дрейф, по которому самопроизвольно, но подстегиваемый нашим методом, движется процесс исследования. Мы это называем плавание без весел. Мне очень нравится одна цитата чилийских биологов Умберто Матурана и Франциско Вареллы, которая, на мой взгляд, максимально емко отражает суть этого процесса, когда они говорят о производстве новых образцов жизни. Вот послушайте. Эволюция чем-то напоминает скульптора с неутолимой страстью к странствиям. Бродя по свету, он подбирает то веревочку, то обрезок жести или обрубок дерева, а потом сооружает из своих находок некую конструкцию, объединяя их так, как объединяет структура находок и обстоятельств, лишь по одной единственной причине, которая заключается в том, что их можно объединить. И в результате странствий появляются великолепнейшие формы. Они состоят из гармонично взаимосвязанных частей, которые являются продуктом не тщательно продуманного плана, а естественного дрейфа. Вот такой подход позволяет увидеть другую грань предмета исследования, то есть больше, чем в нем есть или изначально было, потому что трансдисциплинарные подходы базово исходят из того, что целое не сводимо просто к сумме его компонентов, но полностью раскрывает свою суть тогда, когда учитываются также и все его многочисленные, зачастую неявные и невидимые взаимосвязи между другими объектами и явлениями окружающего мира. Примером трансдисциплинарной области знаний можно считать холл-динамику Вернона Вульфа, которого я сегодня уже упоминал. Вообще, когда Вульф создал холл-динамику, он сам не до конца понимал, чего именно создал. И если вы откроете его книгу «Холл-динамика. Вся сила в действии», то вы не поймете, что это. Наука, практика, религия, метод. Все это вместе, я полагаю, и мы об этом еще обязательно поговорим в дальнейшем. А пока что только отметим вот тот основополагающий принцип, который лежал в основе этого создания. Этот принцип был сформулирован Матурано и Вареллой еще в 70-х и получил, пожалуй, одно из самых красивых названий во всей науке — автопоэзис. Правда, здорово звучит, а? Хочется повторять снова и снова. Так вот, этот автопоэзис есть принцип самоорганизации сложных живых систем, таких как, например, человеческий организм или, там, скажем, экосреда водоема. Вот задай благоприятные начальные условия, и клетка сама начнет делиться, а водоем заполняться животными, растениями, бактериями и всем прочим, чему там положено быть. Причем эта система не просто будет сама себя регулировать и поддерживать, а она будет саморазвиваться во всех возможных направлениях, покуда ей это предлагает система. Вот это вот вычерпывание ресурса, потенциала из системы и самосоздание себя на основе своих собственных компонентов, как деление клетки, вот это и есть автопоэзис. Так вот, этот же самый принцип лежит в основе трансмодального субъектного консультирования. И принцип этот радикально отличает его от других объектных направлений в психологии, где все зависит только от психотерапевта, насколько успешно он применит свой метод на клиенте. А клиент при этом может вообще ничего не знать о том, как работает метод, и уж тем более, чем там наполнена внутренняя жизнь его психолога. Так вот, в трансмодальном направлении все наоборот. Не психолог силой своей мозги решает проблемы клиента, и не клиент за счет личного усердия и дисциплины добивается решения своих проблем, а и психолог, и клиент вместе создают такие условия, при которых проблемы начинают решать сами себя по принципу автопоэзиса, то есть саморазвития. Не только клиента, а вообще всей той системы, в которую он включен, куда входят также другие объекты, другие люди, другие события и так далее. И вот все это претерпевает изменения. Вот оцените масштаб всей работы. Если сравнить трансмодальное субъектное консультирование с другими модальностями психотерапии, полимодального или межмодального толка, то мы увидим их разительные отличия в методологии, в самом понимании сути процесса психотерапии. Например, если соединить арт-терапию, сказкотерапию, танец, театр и на выходе получить
что-то отдельное, что не могло бы существовать без всех этих слагаемых, то мы говорим о межмодальном подходе. Например, интермодальная экспрессивная арт-терапия, суть которой как раз и состоит во взаимосвязи между ее составными частями, а не в них самих. То есть, так сказать, смешивать, но не взбалтывать. Это метод самостоятельный, но он применяется только там, где применяется. А если мы кладем эти условные арт-терапию и сказкотерапию в одну корзину методов и применяем их по очереди или вместе, но при этом сохраняем их суть как отдельных подходов, то мы говорим о полимодальном подходе или мультимодальном. К такому, например, можно отнести мультимодальную терапию Лазаруса, который предлагал рассматривать личность с разных сторон. Поведение, там, ощущения, аффекты, образы и так далее. Чего не делают классические модальные подходы, ограничиваясь рассмотрением только какой-то одной или максимум там двух модальностей. Например, только поведение или только когниции. Это очень характерно для классического подхода, потому что он не работает с целостным человеком, он работает с моделью человека, робота, манекена, то есть системы, которая состоит из отдельных шестеренок. И под каждую такую поломавшуюся шестеренку выделяется свой отдельный подход или метод. И все наше воздействие на человека ограничивается в рамках вот этой вот сферы, а все остальное остается за скобками. Вот Лазарус предложил несколько более комплексный мультимодальный подход. А вот трансмодальность – это уже существующий самостоятельный подход или метод, который не требует обязательного наличия в нем арт-терапии, сказкотерапии или чего-либо еще, и даже самой психологической модальности. Потому что мы можем работать не только в рамках психотерапии. Может, нам нужно дом построить или изготовить деталь на станке. Ну, тогда можно обратиться к высшему потенциалу этой детали и простимулировать те процессы, которые позволят нам родить новую идею чертежа или проекта. И по ощущениям это будет, как если бы они самоструктурировались в твоей голове, а затем и в реальности. И вот это тот процесс, который часто отмечают творческие люди, писатели, художники, когда они говорят, мы как будто бы видим вот эти образы или слышим текст и просто записываем и зарисовываем то, что увидели и услышали. Вот суть творческого процесса. Это вот, кстати, та самая причина, почему это трансмодальное субъектное консультирование, а не, скажем, психологическое консультирование. Хотя изначально называлось трансмодальная субъектная психотерапия и консультирование. Но решили убрать психотерапию, оставить одно консультирование, видимо, чтобы звучало более универсально. А зря. Мне вот кажется, что это именно что психотерапия, а не что-нибудь. Потому что все позитивные результаты, они достигаются за счет того, что мы вскрываем нечто внутри своего бессознательного. И не только своего, кстати. То есть мы устраняем те психические блоки, которые психика ставит, боясь соприкосновения с чем-то травматическим. И вот если бы это травматическое внутри трансформировать и потом выпустить, то тогда оно с легкостью преодолевает все эти защиты и выдает нам новые идеи и энергию для их воплощения. Будь ты физик, химик, художник, психолог или безработный, неважно. Потому что трансмодальность – это есть не синтез чего-либо, подходов, методов, взглядов и прочего, а это есть движение сквозь или через все это без особых задержек на данном пути. То есть мы не вникаем досконально в суть тех подходов и методов, к которым спонтанно прибегаем в процессе психотерапии. Грубо говоря, мы не пытаемся высчитать массу кварка, когда прибегаем к описательной модели квантовой механики, объясняя те процессы, которые происходят в бессознательном. Вместо этого мы используем ту часть их технологий, которая позволяет нам раскрыть суть явления с такой позиции, которая изначально в этом методе вообще не была предусмотрена. И вот эта неизвестная, потаенная, самораскрывающаяся суть называется эмерджентностью. То есть это такие свойства новые, которые клиент, как живая, сложная, саморазвивающаяся система со своим внутренним миром, получает в процессе психотерапии. Хотя ничего подобного, может быть, мы даже и не планировали делать.
То есть заранее не было известно, что мы пойдем туда-то, чтобы там сделать то-то и прийти к тому-то или сему-то с такими-то результатами. Нет. То, с чем изначально обратился клиент, это, как правило, фиговый листок, прикрывающий собой нечто гораздо более существенное и неприглядное, о чем клиент сам в большинстве случаев вообще не подозревает. Именно поэтому процесс трансмодального консультирования максимально непредсказуем и менее всего зависит от строгого соблюдения технологии, то есть тех правил, норм, шаблон и схем, которые заложены в те же самые сказкотерапию, арт-терапию, психоанализ, гештальт или любую другую психотерапевтическую модальность. Иными словами, трансмодальность предполагает нецелевое использование подходов и методов для получения практического результата. Такой подход называется бриколаж. Это понятие ввел французский этнолог и философ Клод Леви-Стросс, но суть его вполне себе выражена в той цитате Матурана и Вареллы, которую я уже приводил. А если еще более емко, куда пойдет король – большой секрет. То есть мы заранее не знаем, куда пойдем и какой результат получим, оперируя тем или иным методом. Неважно, трансмодальный он или заимствован из какой-то другой дисциплины или вообще не из науки. Конечная цель и результат нам неизвестны. Да, у нас есть номинальная цель – решить проблему клиента. Но как именно она будет решена и в чем на самом деле состоит ее суть, вот это нам до поры до времени неизвестно. Мы познаем это в процессе. Просто поймите главный принцип трансмодальности. Это доверие пространству. Как внешнему, то есть окружающему миру с его событийностью, так и внутреннему, то есть своим чувствам и ощущениям. И вот когда эти две онтологии соединяются посредством интуитивно-чувственного восприятия, мы обретаем возможность двигаться с закрытыми глазами, доверяя вот этому естественному дрейфу, то есть тем сигналам, которые исходят из мира нашего бессознательного и просачиваются в мир сознания, в реальный мир, где мы их чаще всего и наблюдаем в виде различных символов и резонансных событий, хотя и не отдаем себе в этом отчета. Зачастую мы отмахиваемся от собственной интуиции, шестого чувства и даже от ощущений в теле, предпочитая действовать по правилам, шаблонам, схемам, мыслить стереотипами и быть направляемыми кем угодно, родителями, психологом, начальником. То есть это две совершенно разные парадигмы мышления. Одна из них приемлет только строгий научный опыт, игнорируя при этом опыт духовный, например, а другая с головой ударяется в эзотерику. Вот два полюса крайности. Где же мы на этой шкале? И вот тут мы подходим к последнему термину из названия трансмодального консультирования. А почему оно субъектное? Что такого важного было в этом слове, что его принципиально было подчеркнуть и вынести в само название метода? Субъект в переводе с латинского означает «лежащий в основе». И вот это, казалось бы, незамысловатое определение кардинально его отличает от таких понятий, как, например, индивид и личность. Ну, с индивидом все просто. Вот если ты когда-либо родился, то мои поздравления, ты уже индивид. Самый красивый у мамы. С личностью все посложнее. Она формируется в течение всей жизни, хотя во многом определяется наследственностью, там, способностями, задатками. И включает в себя такие понятия, как темперамент, характер, психотип и вообще все, что угодно, что вы хотели бы исследовать с помощью количественных тестов личности. Казалось бы, можно выделить сколько угодно личностных свойств, и этого должно быть достаточно. Но есть как минимум три особенности субъекта, которых нет ни у личности, ни тем более у индивида. Это самоупорядочивание, то есть способность распространять собственные способы и принципы организации самого себя на окружающий мир. То есть субъект выступает как основа порядка в этом мире. Не мир его упорядочивает, а он его. Второе – это самопричинение, то есть человек выступает причиной возникновения вещей. Не события случаются в его жизни, а он сам формирует события. И третье – это саморазвитие, то есть способность выходить за рамки своего бытия и находить новые способы организации себя и мира. То есть субъект сам выступает законом развития.
Вот обратите внимание, что здесь везде приставка «само». Это что означает? Если одним словом, самостоятельность. То есть не просто ты подчиняешься законам бытия вокруг себя, но ты сам формируешь эти законы. Ты решаешь, в каком мире тебе жить, каким его видеть, как воспринимать его. И вот эта призма восприятия на языке философии называется парадигма мышления. А если более специально, научная парадигма или научная рациональность. То есть, что в принципе считать научным, а что не считать. И вот каждый человек, если мы его понимаем как познающего субъекта, может исповедовать одну из трех парадигм мышления, каждая из которых формировалась на разных этапах эволюции науки. Не какой-то конкретно, а вообще научного знания как такового. Для выделения этих этапов и соответствующих им парадигм мышления наиболее удобным будет выделить три ключевые составляющие, которые максимально емко отражают суть того, что внутри этих парадигм делается. То есть как человек в целом видит процесс научного познания, если он теоретик, или в частности процесс психотерапии, если он практик. Эти три составляющие уже известный нам субъект познания, то есть кто познает, в нашем случае это психолог. Это объект познания, то есть тот, кого познают, в нашем случае это клиент. И третье – это средство познания, то есть то, чем мы познаем. В нашем случае это метод психотерапии. И вот соотношение этих трех составляющих может рождать совершенно разные картины мира, иногда даже враждебные друг другу. Классическая парадигма на то и классическая, что сформировалась она первой, еще на заре самого научного знания во времена Исаака Ньютона, когда начали появляться первые университеты и возникать специализации. А до этого научное знание было универсальным, то есть не существовало самого понятия дисциплинарность, не говоря уж о всяких там меж, мульти, транс и всего прочего. В Средневековье, если ты занимался тем, что сегодня называется наукой, то тебя называли не ученым, а мудрецом. То есть предполагалось, что ты владеешь всеми знаниями, до которых ты вообще смог дотянуться. То есть и физикой, и химией, и биологией, и астрономией, и литературой, и математикой, и всем на свете. Вот Леонардо да Винчи однажды поставил перед собой такую амбициозную цель. Он решил узнать все. Причем не в каком-то там метафорическом, переносном смысле, а буквально узнать все, что существует. Это сегодня мы можем так снисходительно улыбнуться, будто это какая детская шалость с его стороны, наивность. Но в те времена это был самый прогрессивный тип мышления, так реально мыслили. Потому что в основе классической парадигмы мышления лежит тезис о том, что мир полностью детерминирован, то есть принципиально познаваем во всей своей полноте. Абсолютно все имеет объяснение, абсолютно все закономерно. Нет ничего случайного или неопределенного. Познать можно буквально все, что существует. Такая картина мира ставила во главу угла силу человеческого разума, а именно разума субъекта научного познания, то есть ученого. Вот если ты еще чего-то не постиг или не смог объяснить, так это потому, что тебе просто не хватает количества знаний для этого. Следовательно, тебе надо бы на их умножать, причем не бесконечно умножать, а до определенного предела. Этот предел называли корпускулой, то есть своего рода частицей мироздания, последнего камешка в стене знания, познав который, ты доходил до конца науки. В прямом смысле слова наука заканчивалась. Вот еще немного поизучаем, и мы будем знать всю химию, всю физику, всю астрономию, всю медицину. Не останется ничего, что надо было бы познавать. Сбудется мечта всех школьников. Наконец-то все будет выучено, и мы будем наслаждаться всей полнотой знания до скончания времен. Это ли не сказка, друзья? Ну, конечно, сказка. Только вот эта корпускулярная картина мира в некотором смысле докатилась и до наших дней, несмотря на то, что мы сегодня прекрасно понимаем, что мир во всех своих направлениях принципиально не познаваем. Чем больше мы чего-то познаем, неважно в чем, в устройстве мозга, Вселенной или в квантовой механике, тем больше еще открывается непознанного. Каждый образец знания, который мы вскрываем, рождает еще энное количество образцов. А когда мы пытаемся познать и их,
они в ту же секунду создают еще знания, еще знания, еще знания, и так до бесконечности. И таким образом мы никогда не познаем все, что существует, даже в рамках одной науки, не говоря уж о всех. Но вот эта ведущая роль исследователя, она никуда не делась. И для человека с классической парадигмой мышления субъект научного познания, то есть исследователь, ученый, всегда будет царь и бог, от которого зависит буквально все. Вот пришел пациент к врачу, врач тут главный. Он назначает исследования, проводит диагностику, контролирует ход лечения, выписывает лекарства, дает рекомендации. А пациент при этом может хоть с мешком на голове сидеть и не открывать своего рта, потому что он в этом процессе даже не человек, а набор проблемных точек, органов или психологических структур, которые требуют директивной терапии. А как его там зовут и кто он есть по жизни, это вообще не важно. Вот пришло на прием тело, которое своим появлением посмело отвлечь врача от его личной жизни. Ты уже как бы заранее виноват, что ты такой глупый валенок, что не смог сам разобраться со своими проблемами и пришел с ними на прием к уважаемому человеку. Значит, с этим пациентом нужно поскорее расправиться и выписать его на все 4 стороны. Здесь нет места никакой эмпатии, потому что человека нет. А есть пациент, его болезни и врач, обитающий в принципиально иной недосягаемой страте. Разумеется, пациенту также не обязательно знать, кто там его врач, что у него за инструменты, как они работают. Ему просто нужно четко исполнять то, что ему сказали, и все. Таким образом, в классических модальностях науки и практики субъект отделен от объекта и тех инструментов, которыми он осуществляет свои действия. Иногда это даже можно воочию лицезреть, например, в классическом психоанализе. Вот как он организован? Клиент полностью отделен от психотерапевта. Он его даже не видит. Психолог там, у него за спиной сидит в кресле, а клиент, он на диване, на кушетке, да, продуцирует свободные ассоциации. А психолог у него из-за спины там что-то пишет, задает вопросы, анализирует и так далее. Вот для чего так сделано? А для того, чтобы даже внешний вид психолога не мог никак повлиять на то, что будет говорить клиент. Потому что если ты ненароком внесешь в процесс исследования хоть частицу себя, например, сообщишь о своих ощущениях, неважно, вербально или невербально, то ты уже исказишь итоговую картину. Ты уже будешь исследовать не клиента, а самого себя, то есть свое отражение в нем. А платят-то тебе не за это. Соответственно, и клиент тоже может ничего не знать о том, как работает этот метод и кто там есть этот самый психотерапевт. Твое дело лежать на кушетке и говорить все, что приходит в голову, а мое дело анализировать. Все, вопрос закрыт. Там даже не клиенты, там пациенты, потому что это сугубо медицинский подход к терапии. Вот вы задавались вопросом, почему у врачей такой корявый почерк? Вот именно для того, чтобы ты не мог там ничего прочитать в своей медкарте и получить доступ к методу. А мало ли что с тобой случится после этого. А вдруг психосоматика? У меня вот в детстве лежал в больнице, и нужно было ходить по кабинетам на процедуры. Ну и везде, соответственно, таскаешь свою медкарту. Ну и поскольку приходится ждать перед кабинетами, журнальчиков никаких нету, а почитать что-то хочется, ну, ты автоматически открываешь то, что у тебя в руках есть, да, вот эту карту. Ух, как нас там за такое дело гоняли. А ну закрой, ученый, ишь, тут читать тут вздумал. Вот отделение объекта от метода. Ты вообще туда не имеешь права лезть. То, что с тобой делают, это не твоего ума дело, потому что не ты тут субъект. Другой пример, как в классической парадигме все разделено, это, например, православное богослужение. Священник в церкви совершает кождение, причастие, принимает исповедь, и никого при этом не волнует, чем там наполнена его личная жизнь и каково его внутреннее состояние. И даже то, верит ли он вообще в Бога. Если его рукоположили, то есть епископ назначил, значит, он имеет право совершать эти священные действия, которые он должен совершать в точности.
Потому что регламент богослужения расписан по секундам, и нарушать его ты не имеешь никакого права. Там абсолютно исключено любое личное творчество. Почему так? Опять же, для того, чтобы ты, не дай бог, не соединил субъекта с инструментом познания. То есть не привнес в этот процесс частицу себя и не исказил итоговую картину. Потому что это уже будет не священное действие, которое свято само по себе, а будет действие человеческое, которое не свято. И тогда это будет уже не богослужение, а театр. Так вот, чтобы не было театра, требуется максимально изолировать субъекта познания, канонически исключив из картины мира любые отсылки к его индивидуальности. И тогда мы получаем систему, в которой кадила не отравится от того, что им будет размахивать грешник, и причастие в чаше не испортится, если священник, который эту чашу держит накануне, совершил что-нибудь предосудительное. И точно так же ни один мирянин не имеет права причащать или кадить, даже если он там хоть трижды святой будет. Вот пример, как все разделено в классике. Мир, то есть объект, отдельно, клир, то есть субъект, отдельно, Святой Дух, то есть инструмент познания, отдельно. В этой конструкции никто не может повлиять на Святой Дух и управлять им. Равно как и ни один мирянин не может выйти на амвон и сказать: а давай-ка я сегодня здесь послужу, я умею. Не получится. Каждый на своем месте, везде регламент. Все по инструкции. И вот эта инструкция есть навигатор в классической парадигме мышления, предполагающий полный порядок в онтологии. И вот это есть лозунг классической научной рациональности. Наведем порядок в онтологии. То есть устраним любую неопределенность, разложим все по полочкам, познаем, докажем и объясним все, что существует, с помощью проверенных, традиционных, стандартизированных научных методов, то есть методов классической науки. И вот точно таким же образом субъект классической парадигмы – это такой жрец от науки, который не имеет права ступить ни шага влево, ни шага вправо, потому что это уже будет ненаучным тогда и нарушением канона. Ты, как исследователь, должен совершать некое научное священное действие с четко прописанным ритуалом, который, если ты нарушишь, то поруинишь весь свой процесс исследования. И вот поэтому все классические методы, они строго стандартизированы. Ты должен делать это и это, а еще это. А если ты где-то что-то нарушил или изменил порядок, то будь любезен все начинать сначала. В классике отсутствует понятие свободной навигации. Его там быть не может. Потому что эту навигацию осуществляет субъект, который не должен влиять на то, что он познает. А значит, пространство для творчества и свободы у него быть не может по определению. Потому что это абсолютно линейный тип логики. И это хорошо. Потому что это открывает замечательные возможности ничего не делать. То есть не развиваться. Для специалиста это означает не расширять свой кругозор. Потому что шаг влево, шаг вправо – это расстрел и выпадение из науки. Тебе достаточно выучить просто те немногие шаблоны и схемы, которые наиболее эффективны для корректировки поведения и мышления клиента, и механически прилагать их к каждому, кто к тебе придет. Это удобно в первую очередь для самого клиента, потому что для него важно быстро устранить те симптомы, которые его беспокоят, и желательно при этом не беря на себя никакой ответственности за этот процесс. За тебя все сделает терапевт, метод, лекарство. Это удобно и потому востребовано. Навести полный порядок в онтологии и все стандартизировать – это естественное и понятное стремление логического ума. Но интуитивный ум устроен иначе. Он иррационален. Это его свойство было известно испокон веков, но вплоть до начала XX века упорно игнорировалось классической наукой, полностью основанной на формальной логике. Если классическая картина мира видит мир как набор логически упорядоченных элементов, расположенных в пространстве линейных сред, где время течет плавно и непрерывно, то неклассическая картина мира допускает непредсказуемое течение событий и отсутствие формальной логики. Образно говоря, это такая правополушарная стратегия мышления против левополушарной, то есть интуиция против логики.
Основания для возникновения этой парадигмы мышления во многом проистекают из научных открытий, не вписывающихся в классическую картину мира, откровенно говоря, прямо их нарушающие. И в первую очередь это касается открытий в области физики, а именно опровержение тезиса о константности времени, а если в более широком смысле, то и всего бытия в целом. Если ньютоновская механика провозглашала неизменность и постоянность течения времени и физических законов, как, например, закон всемирного тяготения, то теория относительности Эйнштейна опровергла эти постулаты. Оказалось, что время по всей Вселенной течет не одинаково и сильно зависит от характеристик пространства, на которое влияет гравитация. Так что это теперь уже одна неделимая категория – пространство-время. И уж коли время везде течет по-разному, то восприятие этого течения будет зависеть от позиции наблюдателя, то есть субъекта. В этой связи можно вспомнить сюжет фильма «Интерстеллар», где главный герой проводит время на планете рядом с черной дырой. И для него там проходит несколько минут, в то время как для всех остальных, кто на Земле находится и в космосе, проходит несколько лет. И вот главным нововведением, которое сделала неклассическая парадигма, это включение субъекта в процесс исследования. То есть мы не просто теперь наблюдаем удаленный от нас мир, боясь к нему прикоснуться и исказить картину исследования, а мы также учитываем свое положение в этом мире. И вот эти данные становятся для нас ключевыми. Наиболее ярко это положение выражено в знаменитом эксперименте с фотонами, которые пролетают через две прорези и попадают на экран. Вот когда мы наблюдаем за их полетами, то каждый фотон может случайным образом пройти либо через левую, либо через правую щель. А вот когда мы не наблюдаем за этим процессом, то фотон проходит через обе щели, то есть существует в двух местах одновременно. Этот факт перевернул представление о мироздании, признав иррациональность и случайность неотъемлемыми свойствами природы и тем самым провозгласив их научность. Оказалось, что сам факт измерения, он уже меняет характеристики той системы, которую вы познаете. А это значит, что познавая что-либо или работая с кем-либо, вы неизменно вносите в этот процесс самого себя и все то, чем вы наполнены, без учета которого невозможно составить целостно-динамическую картину мира, потому что вы одним фактом своего существования уже эту картину непрестанно меняете, а не изучаете что-то, существующее в вакууме в статичном виде, отдельное от вас. Это понимание открыло замечательные возможности для включения в процесс исследования таких вещей, как, например, духовный опыт. И вообще все, что не вписывается в понятие доказательной медицины. Самым базовым примером неклассического мышления является стремление к такой своеобразной подпитке новой энергии, когда прежних знаний уже не хватает. К такому фокусу могут прибегать и классические исследователи, совершая такие своеобразные набеги в чужие онтологии за новым знанием. Например, можно заняться медитацией или молитвой, или рассмотреть какой-нибудь термин из непризнанной области знания, там, например, из соционики или чего-нибудь еще. И вот тогда исследователь, который так нехорошо поступил, ему приходится как бы оправдываться перед собственными коллегами и своей парадигмой мышления за то, что он прибегнул к таким вот нелегальным методам. И что он делает? Он берет вот это иррациональное новое знание из неклассической онтологии и тащит его в свою научную классическую онтологию, пытаясь это знание объяснить с позиции рациональности и определенности, то есть в терминах классической науки. А давайте математически высчитаем имя Бога. А давайте узнаем, что происходит со святыми дарами на молекулярном уровне. А давайте объясним смертный опыт с позиции биохимии мозга. Ну и так далее. То есть исследователь иррационально нырнул за новым знанием, но объект его исследования все еще остается за скобками и познается рациональным умом. Так что я бы назвал этот тип рефлексии скорее таким протонеклассическим. Тем не менее, это уже существенный прогресс, потому что здесь исследователь
хотя бы в принципе разрешает себе познавать то, куда до этого вообще было запрещено лезть. Другим примером неклассической парадигмы мышления является столь приятное для многих объединение субъекта с объектом. Священный волшебный старец, который все мне подчинит. Вот это как раз про это. То есть сам человек для тебя является методом, эдаким недосягаемым гуру, а настоящий метод при этом отделен и недоступен тебе для познания, потому что это уникальное знание, которым обладает один человек на планете. Вот этот вот старец. Соответственно, ты не можешь этому научиться, но ты можешь использовать эффект вот этого знания через этого самого вот старца. И зачастую сам мастер даже может не знать, как работает его сверхспособность. Вот я просто таким родился. Это знание меня выбрало. А почему, для чего оно, а кто его знает. Кстати говоря, примерно такой же подход используется в клиент-центрированной терапии, когда психолог, он встает в позицию клиента и пробует увидеть мир его глазами, проявляя всяческую эмпатию и принятие. Этот подход Карла Роджерса, он окончательно обозначил тот водораздел, который находится между классическими и неклассическими модальностями психотерапии. И он же сделал последний мейнстримом. Теперь психолог и клиент могли эмоционально затрагивать друг друга, но при этом метод все еще отделен от клиента. То есть психотерапевтические установки для него остаются все еще установками. Ну и, наконец, самый научный тип неклассической логики – это объединение объекта с методом. При такой схеме метод выступает в роли прокси, через который коммуницирует объект с субъектом. Например, эриксоновский гипноз. В отличие от обычного медицинского гипноза, где воздействие на клиента осуществляется директивно и не затрагивает терапевта, Милтон Эриксон настаивал, что в его методе клиент погружается в транс вместе с психологом, и этот метод их там объединяет. Но при этом психотерапевт все еще является ведущим, и тем не менее обратите внимание, как это разительно отличается от классической схемы психоанализа, где психотерапевт, клиент и метод всегда строго разделены. Такой принцип объединения находит свое воплощение и в духовных практиках, где мастер является таким наставником и проводником, который также подключен к методу, без которого взаимодействие учителя и ученика становится бессмысленным. В неклассике ты часто должен проходить некий личный путь становления, на котором ты, вероятнее всего, будешь получать различные ступени просветления. То есть предполагается некая прогрессия, которая все плотнее будет связывать тебя с методом или с учителем. То есть не просто с тобой что-то делают, чего тебе знать не положено, а ты сам проходишь некий путь личного развития, личного роста под присмотром наставника, прогрессия которого не предполагается. Вот все модальности психотерапии, где ты должен своими ручками внутри себя чего-нибудь наработать, пропуская через себя тот опыт, к которому тебя подводит психотерапевт, вот они все относятся сюда. В отличие от классических модальностей психотерапии, где за тебя все делает психотерапевт, как врач, а ты просто исполняешь его четкие инструкции. Ну вот мы и подошли к самой сути трансмодальной субъектной аналитики, как рефлексивной техники, базирующейся на постнеклассической парадигме мышления. И в рамках этой парадигмы происходит то, что казалось очевидным с самого начала, а именно объединение субъекта, объекта и средств познания в единое неделимое целое. И мне даже чисто визуально кажется, что эта схема имеет математически завершенный вид. Однако идти к этой формуле человечеству пришлось довольно долго, потому что вся прежняя картина мира, мягко говоря, не соответствовала тому, что проистекает из данной формулы. И прежде всего это концепция мультиверса. В физике есть разные теории существования множественных миров, от эверетики до огромной М-теории, которые я, с вашего позволения, тут не буду сейчас подробно описывать. А вместо этого давайте пройдем сквозь них трансмодально и используем их логику для описания тех процессов,
которые часто имеют место быть в психологическом консультировании. И в этой связи самым главным нововведением постклассики я бы выделил многопозиционную структуру идентичности субъекта познания, которая здесь приобретает возможность не только оперировать существенно большим объемом этих знаний, но и использовать множественные логики для их интерпретации. То есть не одно конкретное объяснение, а множество объяснений с акцентом на резонансной связи между ними. Такая логика была хорошо описана пионером компьютерной техники Джеффри Чу еще в 70-х годах, когда он предложил свою теорию бутстрепа, согласно которой все процессы, происходящие во Вселенной, представляют собой одноранговую децентрализованную сеть. То есть ни один такой процесс не является фундаментальным, но все в равной степени влияет на все и взаимодополняет друг друга. Вот эта всеобщая согласованность взаимосвязей между элементами и объектами окружающего мира определяет всю структуру этой паутины, то есть бытия как такового. И когда мы, как исследователи, пытаемся этот мир познать, то мы создаем для этого различные модели и образы, в которых мы могли бы описать элементы этого мира. Но ни один из этих элементов не является более фундаментальным, чем все остальные. То есть это, по сути, такая антикорпускулярная картина мира, в пику классической парадигме мышления. Оперирование множеством смысловых контекстов открывает широченные возможности для психоанализа. Например, мне очень нравится такой словарь символов Купера, который приводит различные интерпретации по каждому символу. Ну, например, в рисунке у клиента изображен лотос, и никто из вас не понимает, а для чего он там нужен. Ну, просто фигурирует в истории. Открываем словарь символов. Ага. В буддизме лотос означает одно, в китайской философии второе, в синтоизме третье и так далее. И вот мы смотрим, какая из этих интерпретаций вызовет у клиента резонансный отклик, то есть на что у него ёкнет. Вот то и будет истина. Будем продолжать говорить об этом. И таким образом, вот этими окольными путями мы выходим на потаенную суть проблемы, которая вырисовывается в рассказе и в рисунке клиента, хотя ответ приходит как будто бы из ниоткуда. Или, например, когда клиент уже написал рассказ, скажем, на тему «Царевна-лягушка», мы его разобрали, проанализировали, трансформировали, и все у него хорошо. И буквально через пару дней этот самый клиент замечает в подъезде собственного дома рисунок лягушки, который кто-то там вот из детей повесил. В парикмахерской там владелец выставил эту китайскую золотую жабу на прилавок и так далее. То есть везде этого клиента сопровождают лягушки, которых раньше в таком количестве не наблюдалось в его жизни. Вот что это такое? А это вот есть общение со своим внутренним миром. Потому что мы трансформировали сущность, которая там сидела, вот эта вот царевна-лягушка, и теперь она вот таким образом общается с этим человеком. Знаете, персона означает персонари, то есть звучащее сквозь. Вот это звучание сквозь контексты, смыслы и вообще миры и есть трансмодальность. Когда мы на самые обычные объекты смотрим под разными необычными углами, воспринимая их на уровне множественной нелинейной логики. Для человека не в теме эти объекты, лягушки, например, ничего не будут значить, как и то, что написано в книге символов про лотос. Но вот для этого конкретного клиента данная информация является значимой, и только он может ее расшифровать. Вот что мы делаем? Мы включаем клиента, то есть объект, в процесс исследования, то есть психотерапии, и выдаем ему инструменты этого исследования, этого познания, то есть наш метод. И при этом сами активно участвуем в этом познании, предлагая свои интерпретации на основе интуитивно-чувственного восприятия и множественной логики. Такой подход требует от нас изменения своей субъектной позиции на объектную в произвольный момент времени. То есть клиент может становиться психологом, и психолог может начать зеркалить клиента, становясь в его позицию. То есть перенос и контрперенос, которых так боятся в классике, здесь не только допустимы, но и желательны. И тогда тот психоанализ, который клиент может совершать в отношении психолога,
начинает приносить пользу самому клиенту. Непонятно, да? Ну окей, попробуем на примерах. Это бывает особенно заметно в ситуациях, когда между клиентом и психологом возникают конфликты. Поэтому, как бы странно это ни звучало, но лучшее, что можно сделать вместе с психологом, это поругаться с ним. Вот тогда-то наружу и вылезают все вот эти скрытые противоречия, которые ранее не были видны ни у вас, ни у него. И для вас обоих становится очень понятно, для чего вы встретились именно в этот момент времени и именно по этому вопросу. Так что если вам попадался такой психолог, которому, судя по всему, самому нужна была помощь, или если вам достался такой замечательный клиент, который вдруг затеял с вами игры разума и решил вас проанализировать беспардонно, то знайте, что в этот момент вы применили не тот тип логики для анализа того, что происходит, классический или не классический. А вот если бы вы применили постнеклассический тип логики, тогда вы оба извлекли бы пользу из произошедшего. Одна коллега даже как-то сказала: клиенты приходят решать мои проблемы. Очень верное замечание, потому что проблемы клиента и психолога действительно могут неявным образом коммуницировать друг с другом. И эта коммуникация может быть с пользой обнаружена только тогда, когда вы работаете не с самим клиентом, а с пространством, включающим в себя клиента вместе с вами. Вот поэтому трансмодальное консультирование и называется субъектным, потому что оно объединяет своего субъекта познания с объектом и методами. Не где-то там за скобками этот субъект находится, а он активно включен в процесс психотерапии с возможностью ротации ролей внутри нее. Например, был такой реальный случай, когда к одному психологу в течение одной недели пришло необычайное количество клиентов с одной и той же проблемой – потери близкого. А буквально через 2 недели у этого психолога умирает отец. И становится очень понятно, к чему пришли все эти люди. В этой ситуации психолог может начать делиться своими внутренними переживаниями и опытом. И эти подробности мгновенно вскрывают такие глубины в бессознательном клиентов, до которых иначе докопаться было бы едва ли возможно. То есть, что мы видим? Что не только взаимодействие двух людей способно к самоорганизации в процессе психологического консультирования, но и вся внешняя среда, включающая в себя других людей, другие объекты и другие события, тоже участвует в этой самоорганизации. Появляются другие люди, как по заказу возникают события, но все эти явления остаются до поры до времени сокрыты, что, однако, не мешает с ними работать еще задолго до их осознания. Вот это есть принцип постнеклассической парадигмы мышления. Суть явления как целого не сводима просто к сумме его видимых внешних компонентов. А это есть их синергетическая связь с суммой внешних связей самого этого явления. Проще говоря, все связано со всем. И этот порядок является скрытым для линейной логики, но становится понятен и доступен при логике множественной. А это такой тип логики, который выходит далеко за пределы даже интуиции, то есть неклассического мышления. Отсюда проистекает еще одно важнейшее нововведение постнеклассики – в скрытом порядке, который внешне может выглядеть как хаос. Вот какая связь между тем, что к психологу пришло большое количество клиентов с потерей близкого, а потом у него самого умирает отец? С точки зрения классической логики никакой связи нет. Это даже анализировать не надо. С точки зрения неклассики непонятно, но разрешается проанализировать. А с точки зрения постнеклассики это есть случайность, в основе которой лежит порядок более высокого уровня, который имеет сверхсложную организацию и поэтому может восприниматься как хаос. Его можно начинать познавать, а можно не начинать. Но уж если начал, то тебе для этого потребуются рефлексивные техники более высокого порядка, чем те, которые были в предыдущих парадигмах мышления. А если ты будешь применять классическую линейную логику для анализа того, что происходит, например, если ты классический психоаналитик, который допустил такую оплошность, что
сообщил подробности своей личной жизни клиенту, то ты действительно совершил ошибку. Потому что твой метод и твоя парадигма мышления не предусматривают работы с этим типом информации. Она для тебя будет как белый шум. И это та же самая причина, почему классическим психотерапевтам может быть вообще непонятно, что я сейчас говорю. Потому что они пытаются это постичь линейной классической логикой, которая здесь не работает. В классике методом оперирует только психолог, а клиент ничего не знает о том, как работает метод. В неклассике они оперируют методом вместе. А вот я всегда даю своим клиентам информацию о том, как работает мой метод. Хочешь краткую справку? Легко. Развернутое объяснение? Пожалуйста. Хочешь фундаментальную литературу по теме, чтобы разбираться в ней досконально? Сколько угодно. Вот что я делаю. Я выхожу из классической парадигмы мышления, в которой объект, то есть клиент, отделен от процесса познания, то есть психотерапии, и я их соединяю и добавляю к этому особенности своей личности, то есть субъекта. И таким образом моя парадигма мышления становится постнеклассической. Знаете, истина говорит: «Приди и вишть». Вот она, как на ладони, открыта, ничего не утаивает. А вот в классике всегда все сокрыто и как будто бы под спудом, под каким-то. Лично у меня, как у клиента, это вызывало бы тревогу и недоверие, потому что я не понимаю, что со мной делают. И это та же самая причина, почему некоторые люди боятся, например, хирургов или дантистов, потому что незнание и неопределенность пугают. И это вообще-то один из архетипических страхов человека. И лишний раз его актуализировать я бы никому не советовал. И поэтому, когда говорят: «А, вы здесь рисуете рисунки, значит, у вас арт-терапия», или «А, вы здесь пишете рассказы, значит, у вас сказкотерапия», то я говорю, что не в методах здесь дело, а в логике их применения. Классик задает вопрос, что случилось, и он применяет эти методы для того, чтобы оказать воздействие на клиента и решить его проблему. Не классик задает вопрос, почему это случилось, и он применяет эти методы для того, чтобы научить клиента развитию. А постнеклассик, то есть мы, задает вопрос, для чего это случилось, и он применяет эти методы в качестве закваски, которую, если вбросить в реальность, начинается процесс ее самопроизведения и самоорганизации. При этом вбросить можно все что угодно, не только психотерапевтические методы. И тогда сама эта реальность начинает саморазвиваться и решать твои проблемы. Образно говоря, классики учатся быстро бегать. Не классики учатся летать по воздуху. А постнеклассики стоят на месте и двигают Вселенную навстречу себе, и таким образом перемещаются в пространстве. Примерно так выглядят основные различия между парадигмами мышления. Подводя итог сегодняшней лекции, я хочу показать вам одну табличку, где суммировано все то, о чем мы говорили. Данная таблица доступна в моем телеграм-канале, и вы сможете ее скачать потом. А сейчас быстренько посмотрите, как развивалась научная и практическая мысль в отношении того, где и в чем искать причины психологических проблем. Помимо того, что эта тенденция явно на углубление и расширение направлений поисков, начинали с уровня сознания, просто поведения и мыслей, а закончили вон аж квантовыми волнами. Но это еще и наглядная демонстрация борьбы корпускулы с бутстрепом. Звучит как название блокбастера. Вот что нам корпускулярная картина мира предлагала? Найти священный грааль науки, который ответил бы на все вопросы. И понеслось. Все дело в поведении. Нет, все дело в когнициях. Да вы идиоты, все дело в бессознательном. Нет зачатий, нет в жизни родителей, ну и так далее. То есть все эти подходы сводят человека до уровня одной его поломавшейся шестеренки. Вот заболела у тебя левая ноздря, и ты пойдешь к специалисту по левой ноздре, а заболит правая, пойдешь к специалисту по правой ноздре. Например, абсолютно любая проблема может быть выражена через сексуальность, даже если не было непосредственно сексуальной травмы.
И это большое искушение, чтобы начать рассматривать сексуальность как краеугольный камень всего, как это делал Фрейд. И такая корпускулярная логика характерна не только для психологов, но и для клиентов. Вот приходит клиент и говорит: «Виталий, у меня проблема с самооценкой». Или, например, «У меня расстройство пищевого поведения, я переедаю». И он думает, что его проблема состоит строго в этом. И если вот ее одну решить, то вся его проблемная ситуация полностью уйдет. Но если мы применим логику бутстрепа, то мы будем смотреть немного шире. Проблема с самооценкой или перееданием будет для нас тогда лишь следствием, проистекающим из иной, более глубинной причины. Но ни это следствие, ни эта причина не являются более фундаментальными, чем все остальное, что окружает этого человека. Следовательно, работа должна вестись со всем этим окружением, а в особенности с его глубинными резонансными взаимосвязями, которые влияют друг на друга и не имеют единого центра. То есть наша сфера компетенции не ограничивается чем-либо, что перечислено в первой колонке данной таблицы. И вот это обстоятельство является причиной той пропасти, которая лежит между классическими и постнеклассическими подходами. По этой причине разным ученым и специалистам-психологам бывает трудно не то что понять, а даже услышать друг друга. Потому что в какой парадигме мышления ты сформировался, вот там ты всю свою жизнь сидеть и будешь, ибо это сродни религии. Вот представьте себе, что вы 500 лет жили с уверенностью в том, что Земля есть центр Вселенной, вокруг которого вращается Солнце. И вдруг некто вам говорит прям противоположное, и ваша привычная картина мира рушится. Вот что вам делать в такой ситуации? Переучиваться, когда уже написаны все учебники, защищены кандидатские и докторские, построены карьеры. Естественной реакцией в такой ситуации будет защита от этой информации и того, кто ее пытается до вас донести. В Средневековье таких людей просто сжигали на кострах. И с тех пор мало что изменилось, разве что защиты стали не физическими, а психологическими. Вот вам простой пример не из мира науки, а из самой такой безобидной сферы, из творчества. Один парень, фанат электронной музыки, решил сделать ремастер альбома своего любимого исполнителя. Причем даже не ремикс, а ремастер, то есть он просто решил улучшить качество звука в этом альбоме, как ему казалось. Ну вот он взял, значит, оригинал, переложил каналы, почистил от шумов, что-то подкрутил там в тональности, что-то где-то подвертел, и на выходе получилось другое звучание музыки. Не лучше, не хуже, но просто вот оно другое, звучит иначе. И выложил сие поделье в открытый доступ. Ну и вы можете догадаться, что дальше случилось. Самый распространенный вопрос, который ему был задан: «Ты что, считаешь себя умнее автора оригинала? Нафига ты вообще это сделал?» То есть сама постановка вопроса какая? Как ты посмел своими грязными ручонками прикоснуться к святому и нарушить божественный канон? Ну, блин, чувак просто занимался творчеством личным. Вот ему так приятно слушать, да, ему так больше нравится. Но он решил поделиться. Нет, это прям религия. Ты вообще не имеешь права туда лезть и что-либо делать с оригиналом, создавая новые образцы знания, потому что это еретичество. Вот такая форма реакции очень характерна для представителей классической парадигмы мышления, когда речь идет о каких-то научных новых взглядах, которые пересматривают старые законы и принципы. Это, мягко говоря, неадекватно и противоречит самому духу науки и открывательства. Но мы теперь знаем, откуда это берется. Чем ближе ты к классике, тем более болезненным и непримиримым для тебя будет все ненаучное, потому что ненаучным для тебя будет являться не то, что не имеет доказательной базы, а то, о чем ты лично не осведомлен. И никогда не будешь осведомлен, потому что, несмотря на то, что представители других парадигм мышления тоже выступают с докладами, собирают конференции, пишут статьи, книги, защищают научные работы, ты никогда среди них присутствовать не будешь, чтобы заслушать их доклады.
Потому что, согласно твоей картине мира, там собираются одни дураки и ведьмы. И ты никогда внутри себя не примешь факт того, что такое вообще имеет право быть, потому что ты сформировался в другой картине мира. И когда с тобой пытаются говорить на языке, который нарушает целостность этой картины мира, то это воспринимается как посягательство на целостность своей личности, что обычно и происходит при психотравмах, потому что уютная картина бытия рушится. И поэтому естественной формой реакции будет искать защиты от этой информации. Вот поэтому переживание новизны может быть для классика столь драматичным. Это вовсе не означает, что тем, кто вверху той таблицы, нужно срочно переучиваться на тех, кто внизу. Абсолютно нет. Возникновение нового этапа научной рациональности вовсе не означает прекращение предыдущего. Они продолжают идти параллельно вместе и будут продолжать идти вечно. Меня лишь огорчает это бессильно злобное извергание пены, которое совершает классик, когда сталкивается с тем, чего не понимает. Ну и не менее огорчительны, наверное, случаи, когда после классики со снисхождением относятся к классикам, обвиняя их в недалекости и мракобесии. При том, что их-то методы так-то неплохо продолжают работать и будут продолжать работать еще очень долго, если не вечно. Этот взаимный негативизм надобно прекращать, потому что делить тут решительно нечего. Вот есть такая рок-группа AC/DC, которая с момента своего формирования в 70-х играет классический хард-рок. Несмотря на то, что музыка давно устарела, и большинство людей слушают совсем другое. Тем не менее, AC/DC продолжают собирать стадионы именно за приверженность вот к этим традициям. Они избрали для себя стиль и ни разу от него не отступили, не нарушили канонов жанра. И в конце концов сами стали столпами этого жанра. И поэтому, когда сегодня вы захотите послушать не что-нибудь новаторское, а старую добрую рафинированную классику без всех этих новомодных штучек, вы выберете AC/DC. И судя по заполняемости стадионов, это выбор большого количества людей. Хотя это музыка прошлого века, которой уже давно не модно играть. Ну и, наверное, начинающий психолог спросит: «Виталий, а на кой черт мне вообще все это знать? Какой прок от твоей методологии?» А такой, чтобы выбирать себе идеальных клиентов. И чтобы эти идеальные клиенты выбирали себе идеального психолога. Вот для чего это надо. Ввиду того, что мало кто из людей интересуется методологией, ни психологи, ни клиенты, как правило, не задаются вопросом, какой там парадигме мышления они принадлежат. И в этом нет ничего страшного. Вот есть такая, например, область знаний соционика, которая изучает способы восприятия информации. Там кто-то воспринимает мир как Есенин, а кто-то как Наполеон, а кто-то, не дай бог, как Достоевский. И вот для того, чтобы строить гармоничные отношения с людьми, совсем не обязательно все это знать. Но если ты осведомлен о совместимости психотипов, то ты уже имеешь представление о том, кто как воспринимает мир, с кем, каким образом лучше разговаривать, кто тебе подходит, а кто нет, где искать вторую половинку и так далее. Это просто информация, которая существует опционально, и ты ее можешь использовать в жизни, если захочешь. Так вот, методология тоже дает подобный опциональный ответ на вопрос, почему одни люди прыгают от радости и хлопают в ладоши, что вас встретили, мол, где же вы раньше-то были, а другие только покрутят пальцем у виска и перекрестятся левой пяткой, лишь бы больше таких, как вы, не встречать в своей жизни. Вот почему так происходит? Хотя, казалось бы, методы одни и те же, и вы один и тот же. Реакция на вас разная, потому что парадигмы мышления разные. И вот это то знание, с которого надо начинать, чтобы быть успешным в своей профессии, если под успехом понимать что-то помимо финансовой выгоды. Не существует неэффективных методов психотерапии. Существуют неподходящие методы под ту или иную парадигму мышления. Это как если тебе дают в руки какой-нибудь штангенциркуль, а ты в душе не чаешь, что с ним делать и для чего вообще он нужен. Соответственно, нужно выбирать то направление и таких клиентов, которые наиболее соответствуют твоей парадигме мышления.
А для этого нужно следить за тем, какие словечки ты употребляешь в своей анкете, чтобы о себе рассказать. Например, если твой клиент классик, то, наверное, не очень хорошая идея будет писать там про энергию, чакры, медитации, духовный опыт и все в таком роде. Точно так же не очень хорошая идея будет писать про успешные и неуспешные шаблоны модели поведения и стратегии мышления, если твой клиент не классик. Но, честно говоря, чем ближе твоя парадигма мышления к классике, тем оно лучше. Если у тебя классическая картина мира, и ты выбрал классическую психотерапию, мои поздравления. Ты всегда будешь при деле и при деньгах, потому что большинство людей исповедуют именно такую парадигму мышления, где ничего не надо делать, а за тебя все сделает психотерапевт. В востребовании классики нет ничего. Это как попса в мире музыки, выбор большинства. Будешь работать по 16 часов в сутки и 7 дней в неделю. И от клиентов отбоя не будет. А вот чем ниже ты по списку научных парадигм из моей таблицы, то есть чем дальше ты от классики, тем, соответственно, меньше денег, потому что это очень специфическая и немногочисленная клиентура. Зато тем больше удовлетворенность от выполненной работы. Говорят, что у психологов не бывает выгорания. Это действительно так, я подтверждаю. Но только в том случае, если ты работаешь в той парадигме, под которую заточен. Если ты выбрал классику, не будучи классиком, вот тогда жди стрессов и выгорания. Точно так же не очень резонно, обладая широкой нелинейной картиной мира, редуцировать ее до уровня классических шаблонов и схем и линейной логики. Помнишь правило, что клиенты приходят решать мои проблемы? Это правило работает тем чаще, чем ближе ты к постнеклассике. Когда ты являешься с клиентом одним целым, то вы оба получаете выгоду от психотерапии. И чем сильнее работает это правило, тем сильнее закон притяжения, потому что твои проблемы будут привлекать к тебе соответственных клиентов, которые будут тебя зеркалить. Если ты в депрессии, значит жди клиентов с депрессией. Если ты в гневе, значит жди клиентов с проблемой гнева. Если ты потерял близкого, значит жди приток клиентов, которые тоже потеряли близких. Мною неоднократно отмечались случаи, что мое текущее состояние влияет на то, какие клиенты меня находят. Бывает, что целый месяц никого нет, а на 32-й день приходят сразу 5 человек с одной и той же проблемой. Именно той, которая у меня. Вот что это? Вы понимаете, что это слишком из ряда вон выходящее событие, чтобы его игнорировать? И это не какой-то единичный случай, а устойчивая тенденция, отрицать которую никак нельзя, вот она объективно есть. И если ты живешь в данной антологии, значит ты используешь силу этой антологии. Вот постнеклассика работает именно так. И сила ее состоит в этом законе притяжения. Случайные клиенты к тебе не придут. Единственная причина, по которой они могут прийти, это сарафанное радио, в котором лично я разочаровался. Вот в классике сарафанное радио – это наше все, потому что там исключен личный опыт из процесса исследования. А вот в тех направлениях, где личный опыт включен в процесс исследования, вне классики и постнеклассики, вот там уже опора на чужой опыт перестает работать. Клиент должен найти тебя сам, пройдя собственный тернистый нелинейный путь, а точнее его множественные персональности, звучащие сквозь, да, должны его привести к тебе. Вот тогда это и будет автопоэзис, когда психотерапия начинается задолго до знакомства с психологом, еще на стадии поиска его. Именно поэтому среди психологов нет и не может быть никакой конкуренции, потому что мысль сама выбирает человека, ибо она есть событие. Это то, к чему мы должны быть открыты, но чего не можем заранее предугадать. В этом состоит своеобразная этика поиска и этика ожидания, когда мы открыты тому, чего не ждем и ждать не можем, но что в итоге превосходит все наши ожидания и все наши возможности, в том числе и возможность это принять. Друзья мои, я очень благодарю вас за внимание к этой теме и проявленное терпение. Я понимаю, что досмотреть этот душный ролик до конца могло быть очень непросто, но поверьте, что
я страдал намного больше, чем вы, ибо записать такое было втройне тяжелее и дольше, чем смотреть. Так что можете наслаждаться сладостным ощущением от того, что мне тяжелее, чем вам. Но чем дальше, тем будет интереснее, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых серий. И в следующий раз я планирую в продолжении этой темы рассказать о различных уровнях знания и основных принципах трансмодального субъектного консультирования. Если вы считаете полезным то, что я делаю, то, пожалуйста, поддержите меня репостом, лайком, нежным комментарием и, если возможно, то и донатом. В описании есть ссылка, как это можно сделать. Это поможет мне выпускать более качественные ролики. У меня еще очень много идей насчет них, которые будет крайне сложно реализовать без вашего участия. Поэтому я очень рассчитываю на ваш отклик. Всем спасибо и до встречи.